Привет, друзья, с вами Лада. В четверг на прямой трансляции мы плели вот такую корзинку зайчика. Видео уже можно посмотреть вот здесь, было очень весело, но мы этого зайчика не доделали, остались мелкие детали, например, обрезать трубочки после загибки, сделать ему глазки, хвостик, пролакировать. Я его еще хочу перед этим интересно покрасить, и все это я решила снять на камеру. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. И не забывайте подписываться на канал, будет очень много всего интересного, и жмите на колокольчик, тогда точно ничего не пропустите. Ну и в первую очередь я обрезаю трубочки, которые у меня остались после загибки. Так как я этого зайчика плела на прямой трансляции, у меня один глаз был в чате, другой глаз был на плетении, я еще параллельно отвечала на вопросы, поэтому некоторые места у меня получились не совсем аккуратные. И сейчас я их замаскирую. Я уже много раз в видео показывала этот процесс, но еще раз повторюсь, покажу. Может быть, кто-то не видел. Я беру огрызок от трубочки, который у меня остался, и смотрю, сколько мне от него оторвать, какой кусочек, какого размера. Отрываю кусочек, именно отрываю, чтобы края были рваные. Ну, здесь, конечно, лучше всего брать пинцет, потому что некоторые детальки очень могут быть маленькие, и с ними неудобно обходиться. Далее мажу все это дело ПВА. Здесь много взяла я, ну, вот таким вот образом все намазала. И далее вот этот кусочек я как раз-таки размещаю на то место, которое у меня вышло не очень красиво. И вот так вот все ножничками подправляю. Так, маскировка прошла успешно. И посмотрю сейчас, может быть, у меня еще есть какие-то такие места, которые, ну уж очень плохо выглядят. Где-то я здесь, например, наращивала не очень хорошо, отвлеклась, видимо. И вот так вот у меня что-то такое неаккуратное получилось. Тоже подклею, чтобы все хорошенько, хорошо, аккуратненько смотрелось, потому что здесь у нас ушки и на лицевой стороне тоже все видно, поэтому... Так, здесь тоже мы подклеим все. Такое бывает, когда вот, когда ты не 100% в плетении. Так, ну ничего, вроде бы все замаскировали. Сейчас у нас с вами идет покраска. Я все-таки хочу зайчика покрасить в веселенький цвет. Он у нас пасхальный. Вот, и сейчас буду показывать, как я это делаю. Буду красить я таким образом первый раз, и даже не знаю, что получится, но я все-таки надеюсь, что получится интересно. Здесь я беру краски акварели. Я хочу заметить, что если у вас трубочки обработанные уже лак, вода, фен, то лучше взять акриловые краски, потому что акварель на вашей трубочке не ляжет. Так, первое, что я делаю, я размачиваю краски пульверизатором. От воды они размягчаться, очень хорошо их будет брать. Теперь беру кисточку. Акварель водичку любит, поэтому рядом у меня баночка с водой. Я, если честно, не знаю даже совсем, что у меня получится. Мне просто такой способ утром придумался. Я подумала, ну почему бы и нет. Я уже попробовала на использованных трубочках. Вроде бы все хорошо получается. Итак, здесь краска очень хорошо разведена водой. Даже еще водички добавим. Кисточка простая, синтетика. Можно даже и щетину брать. Но от щетины, если вы будете капать, капельки будут очень большие. Поэтому я советую небольшую синтетику, кисточку для этого иметь, если вам понравился этот метод. Теперь я попробую на донышке. Так, для этого я зайчика одену сюда. Сейчас будем смотреть, как это все у нас получится. Так, поместила. И теперь я просто, стуча кисточкой о палец, делаю брызги. Ну вот, в принципе, так что-то получается. Мне понравился эффект, поэтому я делаю брызги и на остальном зайчике. Но
Я имею в виду то, что у меня будут еще брызги не только этого цвета, еще и желтенькие, поэтому я совсем немножечко брызг делаю. Зайчик у меня на пульверизаторе, чтобы удобнее было на него делать брызги. Стол отмывается от акварели. Это акварель, это водная краска. Стол отмывается. После лака акварель тоже себя хорошо ведет, то есть она не размывается, так что все отлично. Гуашь для этой цели не подходит, потому что после того, как вы будете покрывать это все лаком, гуашь будет размазываться. Здесь еще раз говорю, что подходят акриловые краски тоже. Будет такой у нас веселый пасхальный зайчик. Так. Если брызг очень мало, то на кисточку просто еще краски, и будет это все больше. Пока у меня сохнет тут зайка, этот процесс недолгий, акварель очень быстро впитывается и быстро высыхает. За это время я успею сделать ему мордочку, это глазки с мордочкой и зубками, и усики. Усики и мордочку я нарезала из акварельной бумаги. Здесь вот такие тоненькие полосочки, сейчас я их на клей ПВА приклею. Можно, конечно, усики и из другого что-то делать, из проволоки, например. Но тут уже вы сами решайте, как вам лучше всего будет это все делать. Вот так вот наклеим усики. Не знаю, есть ли они у зайчика, но пусть будут. С усиками интересно смотрится. 3, я думаю, что будет достаточно. Вот так вот. Так чисто символически. И с этой стороны наклеим. Если что, там они какие-то длинные получаются, ничего страшного. Можно их потом обрезать. В этом вообще проблем нет. Усики у котика, например, я делала из проволоки. Тоже получилось замечательно. Главное их зафиксировать хорошенько, чтобы они у нас не отвалились. И все окей. Вот такие усики получаются. Отсвечивает камера. У нас сегодня солнечный день, поэтому вот как-то так работаем в таком режиме. И теперь я ему рисую глазки. Ой, с помощью акриловой краски, уже акриловой. Простой кисточкой рисуем глазки. Ну тут единственное, что только зрачок подрисовать внутри. И все. Вот такая мордочка у нас с вами получается. Я зубки также выделила немного черной акриловой краской. Сейчас добавлю последний элемент в мордочку. Беру вату, отщипываю совсем немножко. И сейчас я немного ваты наклею на саму мордочку. Совсем чуть-чуть. То есть я формирую вот такой вот шарик. Главное ваты взять ну совсем-совсем мало, чтобы она сильно не выделялась. Вот такой вот шарик формирую, проклеиваю ПВА, совсем чуть-чуть, чтобы так зафиксировать просто в шарик эту вату.
будет два шарика. То есть у нас у зайчика мордочка как бы поделена на две части. И вот, соответственно, первая часть и вторая. Я делаю чисто из головы, даже не знаю вообще. Главное здесь, чтобы все было понятно. Зайчик это зайчик, а чем вы уже сделаете эту мордочку? Может, папье-маше возьмете, может, еще там что-нибудь. То есть это уже ваша фантазия вообще. То есть даже продаются, например, готовые глазки. Тоже можно использовать. Почему бы и нет? Вот таким образом я на все на ПВА сейчас посажу. Мне вообще процесс украшения очень нравится, потому что здесь нету никаких правил, совсем никаких, нету никаких технологий. Да, технологии, если только там, если вы папье-маше делаете, то тогда технология выполнения папье-маше. А вот так вот, чтобы вообще никаких правил нет. Ну, тут я с ПВА немного замучилась. Так, вот готов шарик. И сейчас я его просто вот таким вот образом приклеиваю на одну половинку. У нас отсвечивает солнышко прям сегодня очень активное, но я думаю, что все видно. Да, теперь также я формирую и второй шарик. Здесь главное, чтобы ватка такая была более-менее мягкая. И смотрите внимательно, чтобы эти шарики были по объему, ну, одинаковые, да, потому что иначе нарушится симметрия. Хотя, конечно, в природе все не симметрично, это я повторяю много раз, но тем не менее, уж более-менее симметрично все-таки лучше сделать. Вот таким вот образом шарик формируем. Вот такая красотень получается у нас. Смотрите, какой пушистая мордашка получается. После того, как зайка у меня высох, обязательно проверьте это, чтобы он был полностью сухой. Я его буду лакировать. Лак я использую вот такой вот, лак Tex для саун. И начинаю покрывать лаком зайку. Как я уже сказала, у меня здесь акварельная краска, поэтому она не размазывается. Если вы берете гуашевые краски, то они будут размазываться. В лучшем случае, если у вас трубочки обработаны лак водофен или пропитка водофен, то лучше использовать в этом случае акриловые краски, а не акварельные. Очень все хорошо промазываем лаком. Кисточка у меня с жесткой щетиной, поэтому сама щетина помогает мне убирать излишки лака, которые забиваются в саму фактуру плетения. Лака беру на кисточку совсем немножечко, вот столько, и начинаю распределять его по всему плетению. Я этот процесс показываю всегда очень подробно, потому что очень-очень много вопросов ко мне поступает. Вот, и в каждом видео я этот этап решила не упускать. То есть, если у нас видео о покраске, о лакировке, я это все показываю более-менее подробно. Смотрите, какой чудесный зайка у нас в итоге получился. Мне очень понравилось его и плести, и раскрашивать. Здесь сделала хвостик из ваты. Такой прелестный получился хвостик. Мордочку я приклеила на двусторонний скотч. Таким образом ее можно отклеить и приклеить, например, вот сюда с внутренней стороны. Будет тоже очень интересно смотреться. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и, может быть, что-то оказалось полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями, пусть тоже присоединяются к такому увлекательному занятию, как плетение из бумажных трубочек.
Также, если у вас есть вопросы, отзывы, предложения, обязательно пишите мне в комментариях под видео, я на все отвечу и с удовольствием с вами пообщаюсь. А также находите меня в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме, ссылочки все в описании есть. И делитесь вашими успехами, показывайте своих зайчиков, мне будет очень интересно посмотреть. Желаю всем легкого плетения, вдохновения и увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!